Итак, самый простой рецепт закваски или маринования, точнее, я не знаю, как правильно сказать, яблок Антоновка. Вот мы видим яблоки Антоновка на дереве. Правда, уже сам процесс произведен, но сейчас кратко расскажу. Срываем яблоки, укладываем в ящики. В зависимости от того, сколько вы хотите яблок заквасить, то есть вы должны хотя бы в 1,5, а то и 2 раза больше их собрать. Яблоки только срываем с дерева. Малейшие, червивые, гнилое, которое вам не нравится, вы не берете, не ложите. Складывайте максимум в 2 слоя в эти ящики. И они у вас лежат 3-4 дня минимум. Потом вы их начинаете перебирать. Перебрали все гнилые с пятнышками, либо те, которые вам не нравятся, вы выбрасываете. Остальные яблоки перекладываете в емкость. Добавляете немножко листа черной смородины, можно не добавлять. И просто заливаете либо родниковой водой, либо водой, скажем так, со скважины, которая без хлора, без всяких примесей. Нормальной питьевой водой. Лучше, конечно, скажем так, родниковой. Залили, положили небольшой гнет, то есть немножко притопили яблоки. И накрыли какой-то крышкой, чтобы ничего туда не попадало. Вот и весь рецепт. И где-то к Новому году наши яблочки будут очень-очень готовы и очень-очень вкусные. Вот мы видим ведерко 10-литровое, пластиковое с крышкой. Туда уложены яблочки, немножко листа смородины добавлено, залито водой. Сверху пластиковая крышка, но так как яблоки всплывают, под низ положена еще дополнительно пластиковая крышка, чтобы яблоки не всплывали, она опирается вверх крышки. Мы видим. И как гнет, вот я поставил 3-литровую банку с огурцами. Этого достаточно. Если у вас есть какая-то другая емкость, пусть там деревянная, кадушечка какая-нибудь, можно в нее, но тогда надо будет сделать кружок и сделать гнет. И кружки эти придется мыть. А так вот я накрыл, и до Нового года я их не трогаю. Я знаю, что к Новому году они промаринуются